Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Антон Польский, я уличный художник, исследователь и историк искусства. Приветствую вас на моей авторской YouTube-передаче «Левая урбанистика». Этот цикл рассказов о городе будет состоять из 3 частей, и сегодня я вам поведаю об авангарде и модернистском городе. Города, какими мы знаем их сегодня, начинают формироваться в период индустриальной революции, когда масса людей стремятся из сел в поисках заработка. Европейские и американские промышленные центры в конце 19-го, в начале 20 века начинают привлекать внимание и исследователей-социологов, которых, в частности, занимает вопрос сегрегации и пространственного сосуществования различных групп городских жителей. Не странно, что на городскую социологию наиболее существенное влияние оказал марксизм. Именно Маркс и его коллега Энгельс одними из первых начинают исследовать жизнь пролетариата в эпоху промышленного переворота. Вопросами городской бедноты, сосуществования роскоши и невероятной нищеты, неустроенности жизни озабочены и архитекторы, стоящие у истоков авангардной архитектуры. В начале 20 века в своей известной статье «Орнаменты преступления» австрийский архитектор Альфред Лосс, исповедовавший рационализм и функционализм в архитектуре, обрушивается с беспощадной критикой на орнаментализм и излишнюю детализированность, избыточность буржуазной современной ему архитектуры. Он сравнивает орнамент с татуировками на лицах первобытных людей. Живя сегодня, он точно сравнил бы его с граффити, покрывающими заборы и стены современных городов. По его мнению, архитектура в 20 веке должна отказаться от орнамента, стать простой, функциональной. Не столько из эстетических соображений, но и из соображений этических. Взгляды Лоуса повлияли на формирование ключевых архитектурных направлений 20 века – конструктивизма, функционализма, который объединяет антибуржуазный пафос, тяга к простоте, рациональности, технологичности, любви к использованию стекла и железобетона. Неудивительно, что плацдармом для экспериментов новых архитекторов стала советская Россия, где революция в искусстве была сопоставлена с революцией политической. Советские архитекторы и их западные коллеги участвовали в конкуренции за получение заказов на проектирование промышленных и общественных зданий, вокзалов, домов культуры, а позже были озадачены и созданием жилищ для советских граждан, в том числе так называемых домов коммун. Основной пафос архитекторов того времени был связан не столько с поиском новой формы, которая продолжала художественные эксперименты того же Малевича, но на формирование жизни, воспитании нового советского человека. Наша импровизированная студия находится на Цветном бульваре в офисе фонда «Роза Люксембург». А сейчас я вам предлагаю выйти в город и пройтись до проспекта Сахарова, дабы посмотреть одну из известных построек столицы – здание французского архитектора Ле Корбюзье, и на его примере рассмотреть основные принципы авангардной и модернистской архитектуры того времени. Мой друг Ле Корбюзье. Мы находимся на Мясницкой улице, рядом со зданием Центра Союза. Ныне здесь находится Росстат. Рядом со мной находится статуя. Я представляю себе, что это живой человек. Великого французского архитектора Ле Корбюзье. Корбюзье – один из ключевых архитекторов, теоретиков модернистской архитектуры. Так же, как и многие другие передовые архитекторы своего времени, он стремился в 20-е, начало 30-х годов попасть в Россию, дабы принять участие в этом грандиозном проекте строительства нового государства. Как Корбюзье, так и многие архитекторы, в том числе и русские архитекторы, для них было важно не только проектировать новые здания, не только новую эстетику предлагать городским улицам, лишенную орнамента, декора, построенную на работе с геометрическими формами. Но очень важно было для архитекторов проектировать сам город, само пространство, в котором живут люди. И в этом смысле они были не только архитекторы, урбанисты, они были, так скажем, социальные инженеры. Для них было важно при помощи своей архитектуры, своего искусства воспитывать нового человека, лишенного различных классовых предрассудков. И, собственно, вот эта новая архитектура, она была направлена на воспитание этого нового, в данном случае советского человека.
Это единственная постройка Корбюзье, которую ему удалось реализовать в Москве, но, тем не менее, оно здесь находится. Корбюзье предлагал радикальные проекты перепланировки Парижа и Москвы. В Париже он предлагал снести подчистую старый город и построить фактически новый город по регулярному плану организованный. Для Москвы он предлагал нечто подобное. Единственное здание, которое он предлагал сохранить, это здание Страхового общества России, которое здесь находится неподалеку. Все остальные постройки он предлагал просто уничтожить и вот примерно в такой эстетике, в таком стиле воздвигнуть новый прекрасный город. Для архитекторов того времени было свойственно вот такие радикальные проекты, идеи, которые они предлагали повсеместно. Зачастую они не учитывали местный контекст, и они апеллировали к какой-то универсальной идее вот такого свободного нового человека. Безусловно, они вдохновлялись машинерией и автомобилями, предлагали вот этот новый город, в котором все утопало в зелени. Город разрезали проспекты широкие с несущимися автомобилями и торчащими, возвышающимися зданиями, в которых бы жили и работали люди. Ну, как вы понимаете, это все было реализовано лишь отчасти, хотя в дальнейшем, в советское время, многое из идей Корбюзье уже удалось реализовать. Недаром вот в этом постаменте здесь организовано вот такое пространство здесь внизу. Это проект города, отсылающий к плану Вуазен, известному проекту Корбюзье, в рамках которого он предлагал радикально перестраивать Париж. И для Корбюзье было свойственно вот эта тяга к прямым перпендикулярным линиям. Он в одном из своих текстов называл людей, которые еще не вошли в модерность, ослами. У него была такая идея «дорога ослов, дорога людей». Он говорил о том, что ослы или вот люди средневековья, они избирали какие-то пути обходов холмов, каких-то речек, других препятствий. И благодаря этому формировался проект города с петляющими средневековыми улицами. Все это он предлагал изничтожить и воспитать нового человека, который ходил бы только по прямой, доходил до перекрестка, поворачивал направо или налево. Свои вот эти вот природные животные инстинкты он подавлял во имя вот этой новой модерности, нового времени. И для вот этот пафос модернизма он во многом был именно таков. И вот по этому проекту мы можем посмотреть, что здесь в основном это все прямые перпендикулярные линии. Хотя здесь мы видим и некоторые диагонали. Так, но мы были вынуждены обойти здание вокруг, дойти до Чистых прудов, потому что насквозь пройти через эту постройку, к сожалению, невозможно. И мы оказались на проспекте Сахарова. Здесь, конечно, ситуация сильно другая. Если с той стороны там были особнячки небольшие, в целом узенькая улочка, не слишком соответствующая духу вот этого модернистского пафоса Корбюзье, то здесь уже широкий проспект, большое количество автомобилей, нет пробки, что странно, да? И вот этот прекрасный вид на здание Корбюзье, опять же, обнесенное забором. На улице все еще прохладно, и поэтому мы вернулись в нашу импровизированную студию на Цветном бульваре. К сожалению, формат нашего цикла не позволяет нам отправиться изучать другие постройки 1920-х, начала 30-х годов. Например, дома культуры, дома коммуны. Но вы можете сделать это и сами. Если резюмировать, то было бы неверным воспринимать авангардное творчество и архитектуру как исключительно с позиции эстетического любования, так и через призму последствий провала социалистического эксперимента в нашей стране. За этим проектом есть нечто большее, чем просто поиск новой формы. А желание воспитать нового человека, хоть и не совсем в том виде, но было осуществлено. В следующем выпуске мы поговорим о критике модернизма и новом урбанизме, где фокус будет сделан не на универсальных ценностях и стремлении в будущее, но на интересы простого, можно сказать, маленького человека. С вами был Антон Польский и программа «Левая урбанистика». До новых встреч. Пока.